Приветствую, ежата! Надеюсь, вы успели получить первое впечатление от Sonic Forces. Многие интересовались моим мнением. Сегодня я хочу поделиться им и заодно рассказать о преимуществах и недостатках этой игры. Честный обзор от Соникофана с огромным стажем. Усаживайтесь поудобнее и погнали! Для начала давайте вспомним, как мир узнал про Sonic Forces. Проект был анонсирован в 2016 году на мероприятии, посвященному юбилею Соника, и представился публике как Project Sonic 2017, но настоящее название Sonic Forces мы узнали на официальной панели SXSW. Разработка на Forces, или как ее называли разработчики Sonic Wars, началась в 2013 году. Можно только представить, какие изменения пережила игра до своего анонса, и ведь это действительно чувствуется, но об этом немножко позже. Продюсер игры Шун Накамура вернулся спустя 10 лет и дал понять, что в Forces будет поднята в первую очередь тема сражений, силы и власти, а значит ей нужно было подарить мрачный тон. Как я уже ранее говорил в своих роликах, Накамура был директором Sonic the Hedgehog 2006, из-за чего многие схожие элементы встречаются не только внутри Forces, но и за ее пределами. Те же открытки в комплекте с игрой и появление русского языка. Я не раз задумывался, какую игру стоит посоветовать новому поколению. Давайте признаемся, те классные игры про Соника, которые вышли десяток лет тому назад, могут показаться новичку неактуальными. А в очередной раз я убеждаю, что Forces приглянулся в основном тем людям, которые только начинают свой путь Соникофана. Или же кто слабо следит за серией, не всматриваясь во многие важные детали, которые имеются в первую очередь в сюжете. Для них история получилась вполне себе линейной, а геймплей не заставляет пыхтеть в поте лица. Эта игра может стать тем, с чем может познакомиться начинающий игрок, и впоследствии переключиться на те самые предыдущие игры серии, с целью узнать больше о увиденных персонажах Forces. Что касается уже опытных фанатов, то тут оказалось все намного сложнее. Значит, в игре есть сложность, да. Значит, если вы новичок, для вас нормально, а если вы фанат Соника, для вас все сложно. Буду откровенен, в Forces много проблем, как сюжетно, так и геймплейно. Начнем с того, что после прохождения основной сюжетной линии вы останетесь с чувством информационного голода. Вам покажется, что в игре какая-то тотальная недосказанность. События скомканные и вечно куда-то летящие. Вы поймете, что разработчики, вместо того, чтобы сделать дополнительные кат-сцены и уровни, которые бы помогли сделать сюжет более детальным, все выкатили в текст на черном фоне. Ах да, не пытайтесь понять, откуда взялся фантомный рубин в мире Forces, каким образом очнулся сам по себе Омега, почему Тейлз снова стал тряпкой, когда в предыдущих играх серии Лисенок явно уже был самостоятельным парнем и не нуждался в помощи ежа. Куда делся настоящий Metal Sonic, который наверняка бы был не прочь навалять Сонику. Но больше всего мне стало интересно, куда делись Ган. Неужели сильнейшая военная организация не смогла бы помочь сопротивлению? В вашей голове останется много вопросов, но так получилось, что игра вам не даст желанных ответов. Страдайте, любители покопаться в сюжетных деталях. Продолжая изучать сюжет Forces, вы поймете, что классический Соник в игре не нужен вообще. Свой досуг он проводит с Тейлзом, которому в свою очередь все равно с каким Соником тусить. Впрочем, не думаю, что для кого-то это окажется откровением. Классик явно был добавлен только потому, что игра была бы без него еще короче. И как-то уж нужно было связать с Sonic Манией. А в другие геймплеи движок, видимо, не умеет. Наверное, стоит сказать парочку слов об Infinite. Парень явно страдает маниакальным синдромом и любит раскидываться философскими изречениями. Впрочем, Мефилис тоже этим грешил, что уж там. Как личность он не оправдал мои ожидания. Очередная проблема игры в том, что вы ни черта не поймете, почему Infinite последовал за Эгманом и откуда он взялся. Эпизод Shadow хоть и попытается внести ясность, но даже тут вы столкнетесь с недосказанностью. Хотите понять, кто такой на самом деле Infinite? Читайте специальный комикс, который выпустила Sega в день релиза. Вот серьезно, вместо того, чтобы очередной раз расширить сюжет в игре, так, ладно, хотя бы просто расширить эпизод Shadow, было принято решение рассказывать другой кусок предыстории на цифровых бумажках. Спасибо хоть что не за деньги. До релиза Forces вы наверняка были уверены, что в игре будет полномасштабная битва. Это ощущение не раз нам давали официальные трейлеры игры. Но по факту получилось так, что все военные события оказались где-то за кадром. Вы не увидите сражений. Это все будет только на словах. То есть, нам не покажут, что действительно происходит в мире. И я даже скажу вам больше. По факту вы не сможете оценить по достоинству армию Эгмана. Вы просто ее не увидите и не почувствуете. Я надеялся сразиться с роботами-титанами, которые впервые были показаны в дебютном
анимационном трейлере. Но нет! Вместо этого вы будете пинать бадников-болванчиков, которые смиренно будут ждать своей смерти. Эта формула перекочевала из Sonic Colors и Generations, что явно не красит Forces, как представительницу нового поколения. Игра бросила много пыли в глаза. Уже после того, когда был слит список достижений в PSN, я понял, что с игрой явно что-то не так. Опять же, я до конца надеялся на масштабные битвы против команды Infinite. Но что по факту? Хаоса слили сразу в одной катсцене. А с фейкером Shadow разобрался за секунду сам Shadow. Почему игроку не дали возможности сразиться с легендарными злодеями? И зачем в трейлерах давать ложные надежды на грандиозные сражения? От этого мне стало весьма обидно. Возможно, это случилось потому, что в Generations уже уделяли внимание Хаосу и Shadow и не стали тратить время и ресурсы в форсах. Тем не менее, Завока и Metal Sonic мне оказалось недостаточно. Кроме того, битва с Инфинитом и Metal Соником получилась одинаковая. То же самое произошло с битвой классического Соника с Эк Драгоном и с финальным боссом. Опять же, это желание облегчить геймплей для детей. А еще вам привет передает Sonic Colors со своими одинаковыми боссами. Помните, я упомянул ранее, что игра явно пережила изменения во время разработки. Возможно, в будущем раскроются детали, но уже сейчас становится понятным, что у команды явно были конфликты. Чувствуются две стороны, которые постоянно противостояли друг другу и сражались за идеи, которые должны остаться в игре. Накамура по большей части любит сюжеты с нотками мрачности и интриги. Он не отказывается от пафосных злодеев, но другие его коллеги, в том числе Марио Кишимото, директор Forces, который был ответственен за Sonic Colors и Sonic Lost World, почему-то предпочел оставить много вещей из предыдущих игр. Да-да, виспы в том числе. Инопланетные рабы еще не отработали свой срок. Это не позволяет Forces эволюционировать на должном уровне и снова делает ее игрой-копиркой без новых таковых идей. И сейчас вы вспомните Аватара. Это действительно дерзкая и новая идея, рожденная в Sonic Team. Но так ли она была необходима игрокам? Аватар и его игрушки могут вас занять на несколько прохождений подряд. Но потом вы поймете, что ваши страхи сбылись, и редактор персонажей оказался действительно примитивным. Шоу уродов вам обеспечено, если вы из тех, кто любит повеселиться в таких редакторах. Что касаемо уровней, то тут еще интереснее. По факту вам дают 30 этапов, плюс необязательные дополнительные миссии. Все сюжетные этапы вы линейно пройдете за классика, модерна и аватара. Внешние уровни мне вполне приглянулись, хотя многие скажут, что идейно они мало что привнесли. Но я считаю, что в отличие от Sonic Mania, многие здешние этапы были осовременены. Чтобы оценить их по достоинству и разглядеть все детали, просто не используйте буст. Я поставлю плюсик за проработанные задники, там постоянно что-то да происходит, и за этим хочется наблюдать. Да, в целом на уровнях есть динамика и интересно срежиссированные моменты. Отдельным пунктом выделю, что перед вами будет множество альтернативных путей, но есть жирное но. Уровни катастрофически короткие, из-за чего игра покажется вам маленькой. Это случилось из-за того, что вас насильно не заставляют проходить дополнительные миссии на одних и тех же актах, как это было в Sonic Generations и в Colors. А еще собирать какие-нибудь медали, как это было в Unleashed. Они отказались от искусственно растянутого геймплея и от счетчика жизней, из-за чего пройти уровень стало еще проще. Разработчики хотели сделать так, чтобы игрока ничего не отвлекало. Однако из-за этого появились новые проблемы. Про геймплей распинаться смысла особо нет. Вы сами прекрасно видите, что это очередной Unleashed, Colors и Generations. Плохо это или хорошо? Это зависит уже от того, нравится ли вам такая формула. Я бы хотел уже что-нибудь новенькое, но есть шанс, что мне это новенькое явно не понравится. Проблема геймплея Forces еще заключается в том, что на уровнях очень много делается за вас самих. Особенно ощутимо это будет на этапах за аватара. Например, вы интуитивно будете нажимать на кнопку, чтобы зацепиться крюком за объект, но игра во многих участках будет делать это за вас. Меня это вводило в ступор. Неужели я сам не способен это сделать? Не говоря уже о том, что виспоны — это оружие богов, которые имеют бесконечное количество зарядов для сражений с наземными врагами. Это делает прохождение очень легким. За классика получился спокойный типичный платформер, который сложно испортить. А вот у модерна ситуация не лучше, чем у аватара. Вас буквально ведут за ручку, и вы строго двигаетесь по линии, зажимая кнопку буста. Проще говоря, вы можете ощутить, что игра словно боится вас ранить и сделает все, чтобы ваша пробежка до финиша была без увечий. Но
Ну и конечно же, я не могу обойти стороной музыку. Наверное, именно она мне больше всего понравилась в игре. Треки за классического Соника я обойду стороной. И не потому, что я не люблю классику. Думаю, со мной многие согласятся, что они на фоне всего остального получились слабыми и неинтересными. Лучше всего Томоя Атани справился с вокальными темами. Я рад их возвращению. Мы действительно давно не получали их, и для меня это был настоящий подарок. Конечно же, музыка — это дело вкуса, и вам может не понравиться просто такой жанр. Тем не менее, ОСТу игры я ставлю отдельный и заслуженный плюсик. Вам может показаться, что игра мне не понравилась, но на самом деле в ней есть вещи, которые меня, несомненно, порадовали как фаната серии. Наконец-то мы избавились от странных уровней в виде печенек и конфеток. В игре появилось больше реализма и серьезного тона. Имеются отсылки к предыдущим играм серии. Дали роль и цели многим персонажам, их попытались поставить на свои места. Наклз снова стал адекватной личностью и взял на себя смелость вести целую армию повстанцев. Нам вернули диалоги персонажей во время геймплея, и я, если честно, уже подустал от действующих на нервы воплей и криков ежа. А еще меня как фаната Shadow не может не радовать, что еж обращается к Эгману как доктор, как это было в старых каноничных играх серии. Sonic Forces демонстрирует не только сражение за свою родную планету, но и учит дружбе, надежде и сплоченности. Мир способен изменить сила воли. В игре присутствует конфликт интересов. Пример Infinite доказывает, что пустота и одиночество явно не сделают вас счастливыми. Sonic старался выделяться моральными ценностями, что всегда его отличало от геймплейно ориентированных платформеров. Несмотря на короткий сюжет и незначительные дыры, за ним было интересно наблюдать. Зачастую благодаря диалогам, которые наконец-то стали на уровне выше того, что было раньше. Наконец-то Соник перестал ломать четвертую стену и снова не боится играться с огнем, как это было в старые добрые времена. Сюжет написал Макото Гоэ, который был ответственен за игру Rhythm Fear на Nintendo 3DS, разработанной вместе с Накамурой. Отмечу, что это была его первая работа с ежами, и возможно, ему не хватило простора для фантазий. Sonic Forces — это робкий, но смелый шаг в сторону 3D Соника. Если отбросить все те проблемы, которые были описаны ранее, то этот проект оказался на голову выше того, что выходило за последние годы. Поддержав данную игру, вы наверняка дадите сигнал Sega, что вы готовы получать нового трехмерного ежа. В противном случае фанаты будут получать игры в стиле Sonic Mania, а я не думаю, что этого хватит надолго всем. Предстоит еще очень много работы, чтобы Sonic Team нашла свою идеальную формулу успеха, ну или ей не суждено родиться вообще. Время покажет. Моя финальная и окончательная оценка Sonic Forces 6,8 мотобагов из 10. Я получил среднего размера торт, у которого украли большинство вишенок. Это всего лишь мое мнение, и я был рад поделиться им с вами. Поиграйте в игру сами и обязательно составьте свое. Но на этом все, ежата. Напишите в комментариях, что вы думаете, и не забывайте подписаться на канал. Чем нас больше, тем лучше. Всем удачи и пока!